Привет! Если вы вдруг попали в тюрьму, не расстраивайтесь. Сейчас мы покажем вам специальные лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче. Вам понадобится вот такой пузырек от лекарств и туалетная бумага, которую мы сворачиваем в плотную трубочку и закручиваем в канатик. Теперь наливаем в пузырек немножко растительного масла, вставляем туда бумагу, и мы получаем отличную мини-лампадку, которая пригодится вам, если в камере выключили свет, а также в следующих лайфхаках. Теперь возьмем одноразовый бритвенный станок и уверенным движением отламываем его головку. На внутренней стороне мы видим маленькие заклепки, которые легко срываются твердым предметом. Разделяем две части и получаем несколько вот таких маленьких лезвий. Дальше нужно отломать концевик ручки и немножко разогреть его над огнем. Когда пластик расплавится, аккуратно вставляем в него лезвие и фиксируем его на своем месте. Таким образом мы получаем вот такой маленький резачок, который обязательно пригодится в хозяйстве, ведь полноценные ножи в камерах запрещены. Бывают времена, что спички в тюрьме очень ценятся, и хитрые заключенные умудряются делить каждую спичку пополам. Таким образом появляется возможность 2 раза получить огонь с одной спички. Возьмите пластиковую ручку, вытяните стержень и нагрейте ее кончик над огнем. Теплый пластик легко поддается деформации, и нужно сделать его кончик более острым. Нагреваем его еще раз и прикладываем к шурупу или саморезу, который вам нужно открутить. Держим несколько секунд и получаем точный слепок крестового отверстия данного шурупа, а точнее отвертку, идеально подходящую по форме. Таким образом можно переплавлять пластик и использовать его повторно для различных болтов. Возьмите зубную щетку с пластиковой ручкой и также хорошенько разогрейте ее над огнем. Дальше нужно взять большую баночку от лекарств и аккуратно раскатать расплавленную часть, чтобы получилось вот такое изделие. При желании выравниваем одну из сторон и затачиваем ее трением об бетонный пол или стену. Это может занять некоторое время, но в результате вы получите вот такой пластиковый нож, который сможет резать хлеб и другие продукты питания. Уж всяко лучше, чем резать пальцем. Наш нож сможет резать даже сырую картошку, и спорим, мы сможем сделать из нее отличную картошку фри, не имея плиты и сковороды. Такого вы еще не видели. Берете обычную стеклянную банку и бросаете на дно картошки. Берем обычный кипятильник, вставляем в банку и закидываем остальную часть картошки. Теперь нужно залить ее растительным маслом, чтобы картошка немного торчала вверху, и включить кипятильник. Уже через несколько минут начнут появляться пузырьки, и мы учуем запах картошечки. В тюремной кухне вам точно картошку фри никто делать не будет, а тут такой деликатес готовим. Когда видим, что картошка уже подходит, забрасываем туда колбаски. И через несколько минут наше блюдо будет готово. Потом, кстати, оставшееся масло можно залить обратно. Кушать подано! Даже будучи дома, не каждый день люди балуют себя такой вкуснотищей. Если вам понравилось, поделитесь видео с друзьями, мало ли может им пригодиться.